Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Ищу клад на своем канале, показываю свои находки, все, что нахожу на различных свалках, помойках, как хотите это называйте, но интересные вещи иногда встречаются. Сегодня улов у меня прям порадовал, большой, не только украшения, но и те вещицы, которые я коллекционирую, сегодня попали мне на глаза. И, в общем-то, конечно, сегодня же будет мешочек. За $5 купила мешочек. Здесь то ли бемоль диез изобразить они хотели. Ну, похоже, стоил 15, а залежался. И, в общем, они его оценили в 5. В общем, вот такой мешочек. Ну, кроме мешка, приобрела сегодня кошек. Я коллекционирую кошечек. Вот такая троица котят. Ну, мешочек давайте пока уберу в сторонку. И быстро покажу то, что купила. Вот 3 котенка с разными клубочками. Из этой серии коллекции кошек у меня тоже есть. Ну, коллекция это как назвать сложно. Всего 2 кошки у меня от этого производителя. Это... Сейчас, минуточку, где моя лупа знаменитая. Ну, кстати, все кошки Тайвань. Но все кошки из коллекции, они в разной стилистике. Вот эти такие наивняшки у меня вот были. В этот раз купила именно с клубочками ниток. Их, конечно, надо помыть, видите, они даже по цвету отличаются. Но, придя домой, я вот такое открытие для себя сделала. Каждая статуэтка стоила мне вот $1.98. Здесь то же самое, ну, та же самая коллекция. Так, сейчас уберу. Вот. Они тоже номерные есть. Здесь тоже вот номерочек есть у нее. Но порадовало меня то, что у меня образовалась семья. Посмотрите, с синим бантиком это папа. Вот с таким розоватым бантиком это мама и 3 котенка. Вот такая семейка у меня собралась, и это уже действительно можно назвать коллекцией. В общем, буду сейчас скупать котят, потому что они все грязненькие, пыльные, по цвету отличаются. Но думаю, что за ними стоит поухаживать, и, в общем-то, будет все здорово. Глазки у них стеклянные, керамические статуэтки. И вот сомневалась, брать, не брать. Стертый оттенок, видите, на самих клубочках. Ну, думаю, что их просто можно покрасить, и, в общем-то, будет просто здорово. Ну, в общем, вот такая семейка собралась у меня. Пусть она радует. У меня коллекция кошек большая. Кто постоянные зрители знают, что я коллекционирую. Ну и, конечно же, я коллекционирую шкатулки. Сегодня мне попалась вот такая интересная вещь. В общем, мне это напомнило подстаканник. Помните, да, в поездах были подстаканники, и мне почему-то вот эта вещица напомнила, но она оказалась винтажной. Это шкатулка. Вот здесь, по-моему, не вытаскивается она. Как-то там закреплена. Да, так плотненько сидит. Не знаю, что здесь написано, но здесь вот такой металл. Маркировок я там не обнаружила. Ну и в магазине не, как сказать... Когда начинаешь присматриваться, там, тем более через увеличительное стекло что-то рассматривать, продавцы начинают напрягаться. И работники этой свалки, где я приобретаю вот эти вот вещи, они тоже начинают как-то напрягаться немножко. Так, убрать мне получится, не получится. Сейчас, минуточку, открою. Так, удалось отковырнуть. И здесь вот такое чудо. Что тут написано? Парис, Milk and... Странно, да? На самом деле. Нет, я сказала Париж. Pearls. Milk. В общем, неизвестно. Буду искать в интернете. Тоже я в очках, слепошара. Извините, если что-то не сразу хорошо читаю. Знаю, будете меня поправлять. Ну, в общем, вот такая шкатулка классная. Конечно, я думаю, может быть, это сахарница, может что. Ну, кто как считает, жду ваших подсказок. Я все-таки вот такие вещицы приобретаю для хранения украшений бижутерии. Кстати, из прошлого видео вот здесь вы видите украшения, которые я находила. Так что зайдите, посмотрите прошлое видео, там тоже классные вещицы. В общем, вот такая находка.
сегодня, в общем, я, как сказала, меня сегодня порадовало абсолютно все, и загадок очень много. И к одной из таких загадок, она пыльная, я не мыла ее абсолютно. Вот нужно ее почистить. Такая вещица стоила мне $2. И это, я когда открыла, я очень удивилась, что это такое. Может быть, вы мне подскажете. Вот она как на пружинке открывается. Здесь, видите, часы. Причем часы механические. Не знаю, работают они или нет. Вот здесь так все подробно, видите, показано, разрисовано. Написано «Japan». Ну, видно, что винтажные часики сами. И здесь что-то открывается, не открывается, не знаю. Но вот такая вещь, как это называется, я не знаю, подскажите. Возможно, это что-то дорожное, да, думаю, что-то в дорогу можно брать, либо, может быть, какие-то визитки, я не знаю, что-то тут, часики. Здесь вот так вот, видите. Не снимала я в магазине вот эту вещь. Вижу, что она винтажная. Но в хорошем состоянии. Я думаю, что это что-то, какая-то дорожная штучка. Здесь, видите, и часы. Здесь можно что-то положить. Я даже не знаю. В общем, жду ваших подсказок, мои дорогие. Да, и аларм написано. В общем, буду изучать, буду смотреть. И вот тут вот мелко-мелко написано «Japan». Что это такое? В общем, буду изучать. Но порадовала, удивила вот эта старинная вещь меня. А сейчас будет вообще вещь уникальная. Я, когда увидела, стоила она дороговато. Нашла я ее, да, и она одна стоила $5. Это вот такая коробка. Она сатиновая. Такое ощущение, что она из натурального шелка. Здесь вот такой логотип. Я не знаю, что это значит. Кто знает, опять, мои дорогие, помогайте, подсказывайте. Больше ничего тут не написано. И это вот такое. Карон написано. Стоило, как я уже сказала, $5. 4,98. Как раз столько же, сколько мне стоил мешочек вот этот, который нас ждет к распаковке. И это вот такая... Ну, когда я открыла, я подумала, что это футляр для помады, это футляр для духов, для туалетной воды какой-то. Но здесь вот написано Deringen Spray парфюм. То есть это вот маленький флакончик для парфюма. И здесь, посмотрите, вот тоже вот такая мелкая вся, как говорится, весь шик всегда в мелких деталях. Мне показалась вот эта вещь очень интересная. И это флакончик для парфюма. Здесь есть остатки парфюма, кстати сказать. Я даже не видела, не знала, что там такое. Что что-то еще осталось. Хочу немножко поощущать. Он не открывается, вы знаете. Вот, то есть... Смысл такой, что, возможно, какая-то компания продавала вот такие флакончики, возможно, в подарок выдавались вот такие футлярчики, но это моя версия, могу ошибаться. Ну, что касается запаха, конечно, запах отвратнейший, как, собственно, и у всех старинных украшений, у старых ароматов. А здесь вот тоже что-то написано. А это номер 2 940 641. Я не знаю, что это. Буду, как говорится, изучать. Больше ничего не... здесь вот еще с обратной стороны написано. Так. Белога. Что-то непонятно. Парфюм. В общем-то и все. Спрей. Кара. Думаю, что это Нью-Йорк. Made in USA. Да, здесь вот написано. Угу. Вот такая вещь. Модная, на мой взгляд. Очень-то, думаю, что как подарочный вариант. Просто кто-то просто шику дал, подарил. Так, вот большой флакон. Здесь что-то еще. Бумажечка лежит. Здесь вот, по-моему, вся информация, которая будет в помощь. Буду изучать, буду рассматривать. И это тоже, я так полагаю, флакон.
Он такой прям солидный, прям золото, золото, золото не менее. Так, и как это открывается? Открывается ли? Сейчас, минутку. Да, он тоже открывается. Так, и здесь вот, смотрите, здесь сама вот эта вот штука тоже, она так фиксируется. Но тоже остатки парфюма. Я думаю, что тоже запах отвратительнейший, конечно. Но вот этот вот футляр для флаконов просто шикардосный, на мой взгляд. Просто классный. Сейчас. Так, немножко усилий и закрылся. Ну, красиво. Думаю, подарочные парфюмы. В общем, вот такая красота. Здесь такой черный бархат. Короче, буду изучать. И в следующем видео то, что найдется мне откопать, информацию я вам расскажу. Так, ну все, давайте тогда приступим к пакетику. Конечно, по сравнению с предыдущими покупками пакетик, думаю, очень скромный. Мне кажется, что здесь вообще ничего такого не будет. Ну, в общем-то, я и так потратилась, грубо говоря, да, и на этот футляр для парфюмов, и вот это вот, в общем, шкатулочка. Лимит не превысила, но посмотрим, что нас ждет вот в этом пакете. Так, вижу, что пакетов, в основном пакетики. Обычно бывает, что ну, как бы в довес много чего положили. Ну, здесь вот в довес положили вот такие стандартные бусы. Здесь даже 2 нитки. У меня таких много. Я использую их для декорации комнаты. В общем, это... А, нет, сказал 2 нитки. Это одна длинная нитка. Пластик. Покрытие Аврора Бореалис. Думаю, что это 60-е. Можно предположить, что 70-е. Ну, в общем, вот такая нитка. На ней не буду останавливаться. А в пакетиках, думаю, что здесь... Сразу вижу серьгу выпавшую. Так, а это 2. Я думаю, что это комплект. Какая прелесть. Багетные кристаллы. Все ли они на месте? Кристаллики на месте. В отличном состоянии. Нужно только помыть. Потерь нет. Так, маркировки нет. На крючочке. Так, здесь вот что-то потери. Нет, просто есть несколько кристаллов потемневшие. Но это нормально для винтажных украшений. Здесь вот такие серьги, как водопадики, да, их называют. Водопады. Тоже все кристаллы на месте. Ну, думаю, что как такой комплект, часто встречающийся. Думаю, что вполне себе здорово. У меня тоже таких много украшений. Я люблю. Это, думаю, что 50-е. Не позднее. Вот такая классная подборочка. Трудно сказать, комплект это или нет, потому что, видите, они как бы по размеру отличаются. И мне кажется, вот здесь вот на водопадах есть покрытие Аврора Бореалис немножко. Думаю, что не комплект. И само крепление, видите, здесь вот оно, крапаны какие мелкие и, в общем-то, такие прям. Думаю, что серьги более ранние и более качественные, хотя Аврора Бореалис 60-е. В общем, идем дальше. Беру подряд, не знаю, что будет у нас сегодня шедевром. Будет ли сегодняшний шедевр, как говорится, достойным, трудно сказать. Но, в общем, как есть, так я вам и показываю. Так, а вот такой браслет в отличном состоянии. Вижу, есть маркировка ЛК. Может быть, Лис Клейбор. И такие браслеты я часто встречала. У меня есть браслет только в лучшем состоянии. Этот, видите, немножко потертый. И такие браслеты я встречала с черными вставками, с голубыми вставками. Тоже довольно распространенная вот эта тема таких браслетов. Вот 2 вставки в этом браслете вот такие, типа рифленые. Как бы, ну, с техники, да, клоузане
перегородчатой эмали, но на самом деле это просто отпечатанный такой формовочный рисунок и покрытый эмалью. Потом сверху эмаль это убрано. И получился вот такой типа рисунок под клоузане. Так, больше маркировки я нигде не вижу. Если видите, пожалуйста, напишите. Но браслет этот нужно приводить в порядок. Как я уже сказала, у меня есть браслет, ну, похожий. Он в лучшем более состоянии, чем вот этот. Этот нужно все-таки приводить в порядок. Так, ну и шедевром сегодняшнего показа вот этот мешочек. Что тут? Так. Давайте вот начнем с этого. Это серьги. Похожие у меня есть, только, по-моему, здесь черные вставки, либо металлические. А здесь, вот видите, сочетание красные с черными. По-моему, это стекло. Стеклянные бусины. Да, это стеклянные красивые бусины, очень красивые. Но вот в таком красно-черном, да, сочетание у нас все равно как-то вот в России не принято сочетать красный с черным. Это как-то более, ну, символика траурного чего-то, да, траура. А здесь вот такая классная тема. И мне очень нравятся вот такие крепления на сережках. Они комфортные, удобные. В общем, помою, померю, покажу вам. Приятная вещь. И вот такая подвеска, шелковая нитка. Обычно бывают там либо кожаные, либо искусственная кожа. А здесь вот такая шелковая. Посмотрите, она мелкая, очень похожа на винтажные застежки вот эти. Что касается вот этой подвески, похожа на марказиты. Возможно, это марказиты и есть. И стеклянная вот такая кисточка, стеклянные сами эти. Ну вот по стилистике думаю, что это все равно винтажное что-то, это не современное явно. Возможно, это 80-е. Хотя 80-е были в моде золото, вот такое что-то яркое, активное. Может быть, даже 90-е. Так что жду ваших впечатлений, жду ваших комментариев, подсказки. Ваши подсказки мне очень помогают в поиске и разгадке тех тайн, которые попадают мне в руки. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.